Добрый день, уважаемые слушатели. С сегодняшнего дня я намерен прекратить читать лекции о войне в Украине. Главным образом потому, что в предыдущих лекциях я уже сделал кардинальные выводы о том, что победителей в этой войне не будет, а завершится она только после того, как в фашистской России и в бандеровской Украине сменится политический режим. Более того, через несколько дней на моем персональном сайте появится книга, где все лекции об этой войне, причинах ее возникновения и исход, будут они собраны в одном месте. А сегодняшняя лекция называется «Антисоветизм как идеология преступления». Я много раз объяснял причины такого исхода, и среди них указывал на одну из них, а именно распад СССР. Но большинство слушателей воспринимали такое суждение как приверженность автора к социализму из-за его зашоренности на социализме, которого уже давно нигде нет, и, дескать, современный мир живет по другим законам. Ну, что с него взять? Возраст берет свое. А в молодости всегда трава была зеленее. Естественно, думающих таким образом подавляющее большинство. Тем более, что их восприятие мира сейчас напрямую зависит от пропаганды тех, кто заинтересован в этой войне. Обычные люди воспитываются на базе антисоветской идеологии, которая особенно четко прослеживается в комментариях по поводу войны в Украине. Более того, за последний год участилась антисоветская пропаганда во многих СМИ, в том числе и на YouTube, с помощью искусственного интеллекта, в которых ложь об СССР приняла вселенские масштабы. Вплоть до того, что чуть ли не все советские артисты были антисемитами, а певицы – проститутками. Руководители страны – мерзавцами и сволочами, а народ чуть ли не подыхал с голоду. А более или менее приличными людьми, оказывается, были верующие. И так далее, и тому подобное. Все это не случайно, поскольку люди, на своем опыте, испытавшие прелести рынка и демократии, стали поворачиваться к тоталитарным временам, что, естественно, забеспокоило правящие олигархические круги в РФ. В ответ усиление атаки на социализм и советскую власть. Поэтому я решил начать серию лекций о вкладе антисоветчиков в разрушение мира, которые несут ответственность за все нынешние мировые неурядицы, включая войну в Украине. Хотя в предыдущих лекциях я и касался антисоветских фальсификаций, как, например, фальсификации, относящихся к сталинскому террору или в связи с пактом Молотова-Риббентропа, но как бы в контексте общей темы лекции. На этот раз мне придется детальнее остановиться на каждом таком эпизоде, чтобы слушатели четче и яснее увидели, как происходит искажение исторической действительности. В принципе, многое из того, что я собираюсь рассказать, изложено мной в книге под названием «Антисоветчик». Вот эта книга. Возможно, я и удивлю кого-то из слушателей, но это книга обо мне, о том позорном периоде моей жизни, когда я сам был антисоветчиком и в своей научной и практической деятельности выступал за переход от социализма к капитализму. Эта книга тоже есть на моем сайте. Найдите, если интересуетесь. Этот период длился с 1988 года по 1993 год, после моего отъезда из России. И только после проживания на Западе, причем в самых лучших государствах капитализма – Канада, Англия, Франция, США – я осознал свое невежество как о социализме, так и о капитализме. Что я описал в серии книг под названием
«Мир глазами совка». Вот на экране несколько таких книг. Эта лекция будет посвящена некоторым общим положениям идеологии антисоветизма и сущности антисоветчика с приведением одного из сюжетов их лжи. Последующие лекции будут посвящены анализу атак антисоветчиков на те или иные явления и события, которые были интерпретированы на основе лжи или невежества антисоветской рати. Итак, в свое время я полагал, что антисоветизм – это враждебная идеология, касающаяся только Советского Союза. Поэтому мое определение было тогда таково. Антисоветизм – параноидальная идеология врагов СССР и советской власти. В какой-то момент я осознал, что данное определение не совсем верное, и решил уточнить определение, то есть дать ему более широкое толкование, поскольку как идеология антисоветизм направлен не только против Советского Союза и социализма, а против всех явлений, ведущих человечество вперед. Поэтому сейчас я определяю это явление так. Антисоветизм, античеловечная идеология, направленная против продвижения человечества вперед, то есть против прогресса и выживания человечества как вида. Понятие же антисоветчик формулируется так. Антисоветчик – человек с параноидальной ненавистью к социализму, образ которого слеплен на основе лжи и невежества. Против такого определения могут возразить многие, указав на ряд достойных людей, не принимающих социализм или советизм. Действительно, на первый взгляд немало антисоветчиков, интеллигентные люди, бывают крупными специалистами в своих областях знания, приятные в общении. Некоторые из них даже среди комментаторов текущих событий, журналисты и блогеры, дают очень полезную и иногда верную информацию относительно войны в Украине, ситуации в РФ или на Ближнем Востоке. Не могу в этой связи не упомянуть комментаторов из Украины Романа Светана, из Израиля Давида Шарпа, Сергея Ауслендера, грамотно и нестандартно освещающих текущие события, подчеркиваю, текущие события. Но как только они скатываются в поле социалистических реалий, относящихся к Советскому Союзу или Китаю, их словно подменяют. Я не говорю даже об их трактовках причин нынешних событий, включая события на Ближнем Востоке или в Украине, или в той же РФ. Меняется даже манера изложения явлений, насыщенные словесным хамством и нескрываемой ненавистью. И это неудивительно. В свое время о таких Ленин писал. Вот вы именно такие хамы, господа. Вся ваша образованность, культурность и просвещенность есть только разновидность квалифицированной проституции. Это внешняя сторона физиономии антисоветчика, но важнее их сущность. Я как-то спрашивал многих своих знакомых в России после развала СССР, кто развалил Советский Союз. Мне все говорили: Горбачев. Ответ неверный. Развалили социалистический Советский Союз идеологи антисоветизма, которых с самого начала перестройки пестовал главный идеолог Александр Николаевич Яковлев. Этот вопрос можно укоротить так. Кто главный разрушитель государства? Политики или идеологи? Горбачев или Яковлев? Исторический опыт человечества говорит о том, что начинают подкапываться под существующий строй именно идеологи, а политики лишь воспроизводят их идеи на практике.
В этом смысле идеология является первичной, политика вторичной. В случае гибели Советского Союза заказчиком был Яковлев, а Горбачев – исполнителем. Справедливость данного суждения подтверждают работы антисоветчиков на любую тему и о любом периоде советской власти. Особенно показателен сталинский период, когда, по их утверждению, будто бы было уничтожено от 30 до 50 миллионов человек. Поток лжи антисоветчиков о героях Великой Отечественной войны не иссякает и сегодня. Они продолжают врать, придумывая все новые доказательства преступления советской власти, упорно не замечая реальных преступлений нынешнего рашистского режима. Я уже не говорю об их моральном облике. Где ложь, там нет ни совести, ни стыда. Эти понятия для антисоветчика так же чужды, как и понятие истины. Как говорил о таких же субъектах в начале XX века Ленин, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает. Явление антисоветизма в России имеет различные корни. У потомков бывших дворян, воевавших на стороне Белой гвардии, сохранилась классовая ненависть к власти рабочих и крестьян. Не случайно многие из них продолжали бороться с советской властью в годы коллективизации и индустриализации. А в ходе Отечественной войны массово переходили на сторону фашистов. Эти гены сохранились и у многих внуков, тем более, что их родители или родственники не избежали ГУЛАГа. Уникально, что внуки и правнуки многих видных революционеров также вошли в ряды антисоветской колонны, но уже по другой причине. У них, как и у детей высшего эшелона научной и политико-хозяйственной прослойки, составлявших некий элитарный слой советского общества, материальное благосостояние и неограниченные возможности формировали особый склад мышления, не связанный с интересами основной массы народа. Им нужна свобода творчества, свобода выезда за границу и прочие атрибуты, как им казалось, западной цивилизации. Понятно, что советская власть как бы ущемляла такого типа интересы, за что они объективно, как минимум, презирали эту власть, как максимум ненавидели ее, правда, особо не афишируя. Наоборот, на словах они ее восхваляли, ибо карьера требовала лицемерия. Я лично знал многих таких людей, в частности, среди моих коллег по ММО, это Институт мировой экономики и международных отношений. Например, таких крупных японоведов, как Певзнер и Рамзес. К этой группе, в принципе, относилась и часть творческой интеллигенции, как писатели, музыканты и художники. Главным образом именно из них состоял шумный взвод диссидентов, имена которых не сходили со страниц газет и журналов в 70-е годы. Немалая группа антисоветчиков возникла из сознательного идеологического неприятия социализма, как ложного учения, ведущего страны, вступившие на этот путь, к отсталости и даже к самоуничтожению. Хотя внутри этого движения были разные направления, но в целом их объединяла ненависть к советской власти. Большинство из них были тесно связаны с Западом, который поощрял и финансировал их деятельность. Это не только Солженицын, но и Алексеева, Богораз, Орлов, Гинзбург, братья Медведевы, Буковский и другие. Правда, влияние этой группы не было заметным среди широких масс, поскольку их деятельность оценивалась как вредительство делу социализма, то есть они воспринимались как откровенные враги государства.
Среди них можно назвать Сахарова и Лихачева, но они не были антисоветчиками в буквальном смысле, а наивно полагали, что можно улучшить социализм, соединив его с лучшими сторонами капитализма, фактически пропагандируя утопическую теорию конвергенции. Но если Сахаров и Лихачев исходили из своих наивных представлений о капитализме и социализме, то официальные ученые либерального направления к очернению социализма подошли как бы научно, доказывая его утопичность, придуманную такими недоумками, как Маркс и Ленин. Антисоветчики, которые оказывали реальное влияние на массовое сознание, были обязаны Яковлеву, который отвечал за пропаганду в период перестройки. Вот некоторые имена: Афанасьев, Баглай, Бунич, Бурлацкий, Волкогонов, Клямкин, Рой Медведев, Нуйкин, Черниченко и многие другие. Именно они сыграли активную роль в очернении социалистической идеологии при поддержке и покровительстве директоров таких институтов, как Институт США и Канады, Институт востоковедения, ИММО, которыми в те времена руководили тот же Яковлев, Арбатов и Прибаков. В то время они опубликовали сотни статей и книг в пользу капиталистического Запада и о трагических ошибках Ленина, Сталина, вплоть до утверждения того, что принципы мирного сосуществования явились причиной всех бед на мировой арене. Естественно, их бред подхватили журналисты, которые сами глубоко не копают, но быстро учуяли направление ветра. И весь этот антисоветизм вошел в плоть и кровь всех этих сторонников демократии и рынка, благодаря которому они скачкообразно увеличили свое материальное состояние в годы Ельцина и приумножили его в начальные годы правления Путина. Именно из этой плеяды вылупились и нынешние критиканы после того, как их благодетель Путин по непонятным для них причинам предал идеалы демократии и западной цивилизации. Сейчас эта говорливая рать, появившаяся и в Украине, топит за демократию в Украине. Понятно, не бесплатно. Денежный дождь продолжает капать. Хотя их имена я неоднократно напоминал, но приведу еще раз. Ходорковский, Каспаров, Киселев, это Евгений, Фейгин, Липсец, Белковский, Жирнов, Осечкин, Яковенко, отец и сын Гудковы, Невзлин, Дмитрий Быков и другие. Украинские антисоветчики отличаются от российских только тем, что прибавляют к своему антисоветизму еще и оголтелый антирусизм, что объединяет их с бандеровщиной, которой, правда, российские и израильские антисоветчики относятся с пониманием. Вот некоторые имена антисоветчиков, так сказать, украинского разлива: Гордон, Светан, Мусиенко, Герасимович, Портников, Шейтельман, Грабский и многие другие. Их антисоветизм, помимо общих корней с российскими, имеет некоторую специфику. В принципе, само отделение Украины от СССР и дальнейшее ее существование с самого начала строилось на антисоветизме, густо сдобренном национализмом, начавшим перерастать в фашизм. Поэтому по указанию из покровительства власти стали разрушаться памятники героям советского времени и восхваляться так называемые национальные герои, то есть свои коллаборанты, но в союзе с фашистской Германией, типа Бандеры и Шухевича. То есть антисоветизм был заложен уже в гены новоявленной украинской элиты, главным образом внутри интеллигенции. Украинским олигархам все это было, грубо говоря, по барабану.
они удачно делали деньги в союзе с русскими олигархами-однополчанами. Но интеллигенция, надо было поддерживать идеологическую платформу нового государственного устройства, что она и делала с большим успехом. Точно так же, как и провластная интеллигенция в России. Крайне любопытно, что антисоветчиков той и другой страны сближает то, что среди них как минимум половина, если не больше, евреев. Последнее особенно поразительно, принимая во внимание, что именно советская власть, руководители, которые состояли более чем наполовину из евреев, как раз и освободила их от оков царизма, а позже фашизма. Но это отдельная тема, которая будет посвящена специальной лекции. Здесь я не затрагиваю проблему пассивности трудящихся масс по отношению к антисоветизму, особенно в годы перестройки. Это тоже отдельная тема. Здесь я хочу объяснить, что меня побудило в свое время встать на сторону этой категории людей, имея в виду, что у меня не было причин, как у тех, кого я назвал выше. Но прежде я хочу сделать одну оговорку, которая, возможно, в нюансах может прояснить причину, почему люди становятся антисоветчиками и антисоциалистами. Нередко бывает так, что такое мировоззрение складывается из обстоятельств личной жизни, а не из недопонимания теории социализма как идеологии. И, к моему огромному сожалению, таким антисоветчиком я был в годы проживания во Владивостоке, то есть в самый разгар перестройки, когда мои мозги были зашорены на необходимости страны идти к рынку и демократии. Это было время конца перестройки и начала выхода страны на международную арену уже в качестве Российской Федерации. В то время мне казалось, что неудача влиться в международную капиталистическую систему связана именно с тем, что РФ продолжает следовать социалистическим канонам. И в большинстве статей я настаивал на необходимости переходить на рельсы капитализма как внутри страны, так и в политике на международной арене. Правда, проблему я видел не только в этом. Будучи японоведом, я обращал внимание на непрофессиональные подходы российской власти к Японии, не имеющие отношения к межсистемным различиям. В частности, к незнанию культуры, традиций, специфики внешней политики Японии, а также ее поведения на международной арене. Критике я подвергал и официальные речи руководителей страны, не понимающих границы так называемого АТР, Азиатско-Тихоокеанского региона. Их утопические предложения были оторваны от реальных проблем в зоне Восточной Азии, включая военные. Другими словами, мои статьи, хотя и были насыщены антисоветской риторикой, но все же они затрагивали реальные проблемы внутренней и внешней политики, чего не осознавали кремлевские руководители, будь то Горбачев или Ельцин. В таком ракурсе написаны статьи в конце 80-х, начале 90-х годов, когда я еще работал в Институте общественных наук при ЦК КПСС, сокращенно ИОН, при ЦК в Москве, находится в Москве этот институт, наивно полагая, что тогдашнее извращение социализма можно еще исправить в рамках перестройки. В этом смысле мой антисоветизм отличался от классического антисоветизма, от того, который реализовывался прорабами перестройки, так сказать. Ведь поначалу я приветствовал перестройку, затеянную Горбачевым и его командой, и так же, как и многие, питал надежды на очищение общества от некоторых недостатков социализма. В какой-то момент таким недостатком, касающимся меня лично, как казалось, являлось поведение японоведов, которые пытались воспрепятствовать защите моей докторской диссертации. Тогда я не связывал их действия с неприятием моей социалистической идеологии. Это были просто мерзавцы по своей человеческой натуре, которых немало в любом обществе.
Хотя время от времени и возникал вопрос, как при социализме могут существовать такие типы. Другими словами, я связывал поведение таких людей с серьезными недостатками социализма, который требует не его слома, а серьезной хирургической операции. Ее и начал был Андропов, но не успел. И как бы одна из задач перестройки, которая на тот момент казалась мне продолжением линии Андропова, должна была сводиться к очищению морального климата советского общества. Но через какое-то время я обнаружил, что на самом деле происходит уничтожение социализма под маркой перестройки. Это я почувствовал в связи с появлением и утверждением теории деидеологизации внешней политики, которую формулировал Яковлев с командой либералов из ММО. Против чего я написал язвительную статью, еще работая в том же институте, публикации которой было отказано начальству по указанию Примакова. В это время я еще был на стороне социализма Горбачева. Поэтому должен был быть какой-то мощный импульс, столь кардинально перевернувший мое сознание. Я долго не мог найти его, пока вновь не перечитал свои записи в дневнике о работе в Институте общественных наук при ЦК КПСС ИОНе. Попав в ИОН и особенно побывав на отдыхе в санатории в Сочи, от этой организации, так сказать, вкусив все прелести жизни на верхних эшелонах советской власти, я был настолько ошарашен, что резко поменял отношение к социализму. Мне в то время показалось, что никакого отношения социализм как система к справедливости не имеет. Она утверждает четкую иерархию между верхами и низами, между различными классами. То есть неравенство, с которым столкнулся в ИОНе, я отнес ко всей системе социализма, а не к ее извращениям, которые могли случиться даже во второй фазе его существования. С этого момента я встал на сторону Ельцина, который требовал демократии рынка такого же, как на Западе, то есть капитализма. Из книг я знал, что такая классовая иерархия существует и на Западе, но это как бы в начальный период возникновения капитализма. А после многих десятилетий, даже столетий, он существенно изменился и стал, так сказать, цивилизованным. Такое ложное представление о капитализме сформировалось по следующим причинам. Я много раз выезжал за границу, и чаще всего в Японию. Капитализм там не совсем обычный. Он резко отличается от капитализма в Западной Европе, не говоря уже о США. Тогда я об этом не задумывался. Мне казалось, что он везде такой, сытый, культурный, приветливый, и все в нем довольны и счастливые. Позже я побывал в США и Южной Корее, там тоже капитализм, хотя на вид другой. Многократно участвовал в международных конференциях, где нас размещали в пятизвездочных гостиницах и кормили в самых лучших ресторанах. То есть такие визиты не давали реального представления об этих обществах. Я вбил себе в голову, что именно такой капитализм надо строить и у нас, в России, о чем без устали писал чуть ли не во всех своих статьях того периода. Наконец, приехав во Владивосток в качестве директора одного из институтов, я был поражен неграмотностью ученых, которые не знали своих соседей – Японию, Китай, две Кореи. Удивляло и политическое руководство города, и местная академия наук, заштампованные под взгляды беспрекословного подчинения указам сверху, то есть из Москвы. Мне уже казалось, что это результаты социализма именно как системы, парализующие любые мысли, не говоря уже о действиях, не согласующихся с указаниями партии и правительства. Общение с моими непосредственными начальниками по дальневосточному отделению АНССР вводило просто в ступор.
Я не мог понять, действительно ли они столь неграмотны в понимании ситуации в стране и регионе, или просто лицемерно послушны в стремлении усидеть на своих местах как минимум, а как максимум добиться более высоких начальственных и привилегированных мест, в частности, получить звание академика. Мне тогда казалось, что такая затхлость в мышлении ученых и партработников, а также населения, была вызвана закрытостью города, скудостью информации о соседях. Поэтому главное острие моих статей и выступлений по радио и телевидению было направлено на необходимость открытия города. Этому я посвятил немалую часть своей деятельности. Все вкупе тогда я воспринял как суть самой социалистической системы, которую улучшить нельзя, а надо в корне ломать. На тот момент мне казалось, что ломать надо именно в сторону полновесного капитализма, хотя вместо этого слова употребляли слова «рыночная экономика» и «демократия». Тогда я думал, что и отношения со странами, так сказать, АТР, прежде всего с Японией и Южной Кореей, можно наладить и развивать только на основе капиталистической системы. И поскольку главным препятствием налаживания отношений с Японией была проблема северных территорий, я рьяно накинулся на сторонников их невозврата, прежде всего на Валентина Федорова, тогда губернатора Сахалина. Моя наивность и невежество не знали границ. Только впоследствии я понял, что сама по себе капиталистическая система не решает социальных проблем, что подтверждается и нынешняя ситуация в стане рынка и демократии. Более того, для России она губительна в принципе. И хотя в этих статьях было немало и разумных соображений, а также прогнозов, распад СССР, необходимость ликвидации единой экономической программы для российского Дальнего Востока и многое другое, но в целом они демонстрировали непонимание мной ни реального социализма, ни капитализма. А я уже был доктором исторических наук. Единственным неуклюжим оправданием, если можно так выразиться, было то, что такое непонимание проявляла практически вся научная и политическая элита в Москве. Разница заключалась только в том, что я это с течением времени осознал, а многие до сих пор так и остались в плену своих представлений, застряв во второй половине 80-х и 90-х годов. Самое поразительное, то, о чем я писал и за что боролся в то время, возмущаясь чуть ли несознательным саботированием местной властью перехода к рынку и демократии, после моего отъезда из РФ было реализовано с лихвой, что и привело экономическую и политическую ситуацию к краху не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Через 20 лет после тщательного изучения периода перестройки мои оценки этого периода и его героев кардинально изменились. Моя наивность в то время, как и очень многих других, заключалась в незнании многих фактов, склонности верить авторитетам и, конечно, многим проблемам, немалая часть которой была искусственно выдумана. Все это стало источником накопления у народа ненависти к социализму, которая, в конце концов, и разрушила этот строй в СССР, заодно развалив и само государство. В объявленном намерении прочитать серию лекций об антисоветизме мне придется коснуться многих ложных утверждений антисоветчиков. Здесь же хочу продемонстрировать одно из таких утверждений, может быть, не самое красноречивое, но показательное. А перед этим информировать. Все антисоветчики, клеймя социализм, естественно, атакуют и его основателей – Маркса, Энгельса и Ленина.
утверждаю на 100%, ни один из них не читал их работ, ни один из них не изучал «Капитал» Маркса, или «Антидюринг» Энгельса, или «Государство и революция» Ленина. Ни один из них не знает критику Готской программы Маркса, где дается разъяснение различия между коммунизмом и социализмом. Это касается и всех западных антисоветчиков. Именно поэтому они постоянно твердят о крахе коммунизма, которого нигде не было. Или называют коммунистическими государствами Китай и Вьетнам, а социалистическими – тоталитарно-феодальную Северную Корею. Такое невежество пронизывает все их работы и утверждения. И в качестве примера привожу один эпизод из серии этого вранья. Известно, что антисоветчики неоднократно упоминают сюжет о философском пароходе, на котором советская власть вывезла цвет интеллигенции за пределы России. Во-первых, сам термин «философский пароход» был придуман неким антисоветчиком, опубликовавшим 2 статьи в литературной газете в 1990 году. Во-вторых, пароходов было 4. В-третьих, философов было то ли 9, то ли 10. Причем Сорокин и Степун уехали поездом. Остальные, большинство, были кооператорами, агрономами, врачами, преподавателями вузов, инженерами. Причем всего же их было около 60 человек. Если иметь в виду членов их семей, то где-то около 230-240 человек. Видимо, из такого количества и состоял цвет и интеллигенция противников советской власти. При этом надо иметь в виду, что среди них были монархисты, черносотенцы, кадеты, эсеры, все тот же Сорокин, и меньшевики. В-четвертых, их выслали не за инакомыслие, как твердят антисоветчики, а за активную борьбу против советской власти. После введения НЭПа, новой экономической политики, в стране увеличилось количество противовластных журналов, среди которых открытой враждебностью выделялся журнал «Экономист», авторы которого призывали к борьбе с советской властью, а некоторые из них боролись с оружием в руках. До этого они подвергались неоднократным арестам, получали судимости, некоторые из них получали смертные приговоры, как, например, упоминавшийся эсер Петерим Сорокин, кстати, будущий американский социолог. Но по амнистии их отпускали. В годы же НЭПа они вновь активизировались. Спрашивается, какая власть будет терпеть открытых противников? Антисоветчики почему-то не вспоминают депортацию администрации Вудро Вильсона в 1919 году сторонников левой идеологии, это 249 человек, на пароходе «Буффорд», названном советским ковчегом в советскую Россию. Антисоветчики все как один забывают, что когда крупные большевики попадали в руки белогвардейцев, то они их не высылали, а расстреливали. Вынужден признаться, что в то время, когда я писал эти антисоветские статьи, я ведь знал приведенную информацию. Но тогда почему-то она не помешала мне городить всю эту ахинею о цвете интеллигенции, выступавшей против советской власти. Только значительно позже мне пришла в голову мысль, что когда ты скатываешься в пасть антисоветизма, твое мировоззрение, твоя мораль, не говоря уже о научной добросовестности, становится столь же аморальной, как и твои мозги, определяющие твое поведение по стандартам интеллигентствующего подлеца. Такова суть антисоветчика. В заключение лекции еще раз хочу выделить одну мысль, которая была у меня упомянута в начале лекции. Многие антисоветчики в жизни могут быть весьма добрыми,
образованными, даже крупными специалистами в той или иной области. Очень приятными на вид, нередко весьма мудрыми. Моя жена постоянно указывает на таких красиво говорящих людей. Ну, дескать, а в отношении социализма он, возможно, и ошибается. То есть его антисоциализм не главная черта его личности. Тем более он живет в системе, которая отвергает социализм. Как в таком случае оценивать такую благородную личность? Оценивать просто. Что перевешивает в его словах и деяниях? Его профессиональные качества, внешний облик или социальный вред в атаках на социализм? На идеологию, благодаря которой только и может происходить дальнейшее развитие человечества, а возможно и его выживание. Надо помнить, что в современную эпоху самыми серьезными врагами человечества являются гомофилы, так сказать, любители добра. Но именно они толкают человечество к уничтожению. Они уже привели к тому, что мы стали жить в мире, где похороны стали важнее покойника, где свадьба важнее любви, где внешность важнее ума, где вместо мужчин и женщин стали появляться оно, где миром стали управлять безумные и крайне невежественные люди, и где война превратилась в главный способ накопления богатства олигархов. Это и есть антисоветизм. Благодарю за внимание. До встречи.